Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас с вами важный разбор. Буквально с этого месяца в Германии и на европейских дорогах происходят важные изменения и появляются новые ситуации, на которые действительно стоит обратить ваше внимание, поскольку в отдельных случаях они могут привести к серьезным финансовым последствиям или дорогостоящим проблемам для всех жителей Германии. Сначала мы с вами разберем, как защитить ваши деньги, как вовремя распознать новые мошеннические схемы, когда мошенники стучат к вам в двери квартиры, отвлекают хозяев и пытаются завладеть чем? Правильно, наличными средствами и другими ценностями. Во второй части выпуска важное предупреждение для автовладельцев. Почему большинство граждан Германии переплачивают за автострахование КАСКО. И в конце, мои друзья, мы вместе с вами разберем важные дорожные изменения, законно ли использовать популярные мобильные приложения для контроля скорости. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, давайте вместе с вами прямо сейчас разберем, какими же методами сегодня мошенники пытаются получить доступ к ценностям и накоплениям пенсионеров, да и всех жителей Германии. Вы, может быть, и не догадываетесь, но на самом деле мошенники нередко разыгрывают настоящий спектакль. Как только хозяин дома открывает дверь, один человек начинает, что правильно, настойчиво отвлекать своим разговором, расспрашивая, например, про отопление или коммунальные услуги. А его сообщник тем временем пытается тихонько проникнуть в квартиру в поисках наличных денег и других ценностей. По данным следователей, злоумышленники нередко используют поддельные удостоверения или представляются сотрудниками социальных служб либо коммунальных организаций. Аналитики авторитетного немецкого фонда Хук Кобург настоятельно рекомендуют пожилым бюргерам отказаться от привычки хранить наличные евро дома, например, под матрасом или в платяных шкафах. Для большей сохранности средств разумнее все-таки хранить накопления на банковском счете, например, в шпаркассе, где они не находятся в свободном доступе для подобных мошеннических схем. И, друзья мои, запомните, пожалуйста, настоящие государственные служащие, как правило, заранее уведомляют о своем визите официальным способом и не требуют немедленно впускать их в квартиру. Если же незнакомые люди за дверью оказывают на вас давление или пытаются торопить с решением, лучше просто-напросто не открывать дверь и при необходимости обратиться в полицию. Специалисты, например, страховой группы Эрго, также рекомендуют при любых обоснованных подозрениях сразу сообщать о подобных случаях, как я сказал, в полицию. Итак, разговаривать с незнакомыми людьми на пороге лучше всего через дверной глазок или при открытой на металлическую цепочку двери. Если к вам все-таки пришли люди, визит которых вызывает сомнения, спокойно предложите им прийти в будний день, когда дома будут ваши взрослые дети, родственники или, например, соседи. Как правило, впускать представителей ремонтных служб стоит только в тех случаях, когда вы сами заранее вызывали аварийную службу или управляющая компания заранее официально уведомила жильцов о проведении работ. Если же, друзья мои, пришедший человек представляется сотрудником государственного ведомства, попросите показать служебное удостоверение, не открывая дверь полностью. Менеджеры правовой защитной компании АРАГ советуют при любых обоснованных сомнениях самостоятельно позвонить на официальную горячую линию соответствующего ведомства и все-таки уточнить, а действительно ли такой сотрудник направлен по вашему адресу. Это такая же базовая финансовая осторожность, друзья мои, как и проверка подозрительных звонков якобы от имени Deutsche Bank, о которых я вам рассказывал в прошлом видео. Если же человек начинает вести себя даже агрессивно, настойчиво требует открыть дверь или продолжает громко стучать, не вступайте в конфликт, а при необходимости обратно же обратитесь в полицию и постарайтесь привлечь внимание окружающих. А дальше, друзья мои, я хотел бы разобрать важное исследование, которое показывает, почему же расходы миллионов водителей Германии продолжают расти.
Новые данные указывают на большое увеличение стоимости автострахования для многих автомобилистов. Свежий отчет крупного поискового портала Check24 показывает, что сильнее всего повышение стоимости затронуло владельцев полисов полного и частичного КАСКО. То есть более 65% автомобилистов сегодня столкнулись с ростом тарифов после автоматического продления договоров. Даже в самом дешевом сегменте стоимость увеличилась примерно на 8%. Владельцам обязательной автогражданской ответственности повезло немного больше. Повышение ежегодных страховых платежей коснулось 52% водителей. Но, друзья мои, самое интересное заключается в другом. Многие клиенты, кстати, больших страховых компаний, включая Альянс и Хук Кобург, даже не подозревают, почему итоговая стоимость полиса оказывается выше ожидаемой. Независимые эксперты обращают ваше внимание на особенности ежегодного пересмотра тарифов и условий договоров, из-за которых многие водители замечают увеличение стоимости уже после продления своей страховки. У страховых компаний есть особенности, которые знают далеко не все водители, и которые может очень повлиять на ту же самую итоговую стоимость полиса. А речь, друзья мои, идет примерно о пятой части автомобилистов, которые целый год ездили без единого штрафа, нарушения правил или дорожно-транспортного происшествия. То есть при определенных условиях безаварийная езда, что правильно догадались уже, позволяет получить более выгодный класс страхования, что может соответственно снизить стоимость полиса. Однако многие водители после очередного продления договора даже не проверяют, изменились ли их условия страхования и соответствует ли новая стоимость их текущему классу. Многие пожилые люди, пенсионеры искренне радуются, что цена полиса не выросла, даже не задумываясь, могли ли они рассчитывать на более выгодные условия. Независимые специалисты сегодня советуют внимательно, друзья, проверять документы и при необходимости обращаться в страховую компанию с просьбой все-таки разъяснить расчет страхового взноса или проверить корректность начислений. Но, друзья мои, а чего же взносы на КАСКО все-таки так сильно растут? Представители немецкого аналитического портала Verifox связывают это прежде всего с техническим прогрессом в современном автопроме. Сейчас люди все чаще, вы знаете, страхуют современные автомобили, ремонт которых обходится намного дороже, а стоимость многих даже кузовных элементов и электронных систем продолжает расти. Техническое развитие современного автопрома привело к тому, что даже небольшие кузовные повреждения могут обходиться владельцам автомобилей еще дороже, чем раньше. Стоимость ремонта при небольших авариях продолжает тоже расти. Например, восстановление передней части автомобиля, где установлены радары контроля дистанции, камеры и другие электронные системы, как у современного, например, электрического лифтбека Volkswagen ID.7 или семейного кроссовера, например, Mercedes-Benz GLC, сегодня нередко требуют намного больших расходов, чем ремонт автомобилей предыдущих поколений. Понятно? А вот обычная страховка автогражданской ответственности для страховой компании во многих случаях на самом деле обходится дешевле, поскольку немалая часть застрахованных автомобилистов относится к более доступному сегменту. Поэтому, друзья мои, при расчете таких полисов стоимость возможного ремонта, как правило, оказывается ниже, чем при страховании по КАСКО. По логике вещей, такой большой рост стоимости КАСКО мог бы подтолкнуть многих водителей отказаться от автоматического продления договора и поискать, скажем так, более выгодное предложение. Однако аналитические данные сегодня показывают совершенно другую картину. Внимание! Большинство бюргеров продолжают пользоваться прежними полисами и редко на самом деле сопоставляют новые предложения на рынке. Масштабы водительской такой пассивности, назовем это так, продолжают удивлять даже аналитиков рынка. Ведь доля людей, которые продолжают автоматически продлевать свои действующие полисы без мониторинга условий, увеличилась, внимание, еще на 6%. Представляете? Данные опроса показывают, что сейчас около 77% немецких бюргеров не меняют страховую компанию и не следят за новыми предложениями, предпочитая избежать дополнительной бумажной работы и оформления документов.
Именно такое решение, друзья мои, нередко принимают даже владельцы дорогих современных автомобилей, например, электромобиля BMW i4. В результате многие продолжают пользоваться прежними тарифами, даже не проверяя, появились ли на рынке более выгодные условия для них. Но какие законные способы позволяют намного снизить расходы на автострахование? Давайте разберемся. Специалисты одной цифровой страховой компании Cosmos Direct рекомендуют несколько таких жизненных решений для экономии вашего бюджета. Одним из них является выбор собственного участия в покрытии небольшого ущерба. Например, если указать в договоре франшизу в размере 300 евро для полного каска и 150 евро для частичного каска, стоимость самого полиса во многих случаях может стать, конечно же, ниже. Кроме того, ежегодная оплата страхового взноса нередко оказывается выгоднее ежемесячных платежей, поскольку позволяет избегать дополнительных наценок, которые могут применяться при оплате в рассрочку. Дальше. Дополнительно аналитики крупной страховой компании VHV рекомендуют обратить внимание на более экономичные страховые тарифы, которые предусматривают проведение кузовного ремонта в сертифицированных сервисных центрах, сотрудничающих именно с этим страховщиком. Вот вам детальный анализ расходов на примере владельца семейного автомобиля Volkswagen Golf в Берлине показывает, что при определенных условиях такой вариант действительно может снизить стоимость полиса, внимание, более чем аж на 40%. То есть текущие месяцы 2026 года многие специалисты называют удачным периодом для пересмотра действующих договоров страхования. После роста страховых тарифов в предыдущие периоды отдельные компании начали активнее конкурировать, конкурировать за новых клиентов, предлагая, соответственно, что? Правильно, более привлекательные условия при заключении новых договоров. Для многих водителей это может стать хорошей возможностью сократить свои ежегодные расходы. Но при этом результаты исследования также показывают любопытную закономерность. Большинство немецких автовладельцев по-прежнему даже не смотрят, друзья, на предложения разных страховых компаний. Ну что это такое? И редко на самом деле используют вполне законные способы снижения стоимости страхового полиса. Лишь какая-то небольшая часть граждан, а это около 4,5%, представляете, регулярно заходят в свои личные кабинеты, чтобы проверить условия страхования или при необходимости изменить действующий договор. Более того, я вам скажу, почти четверть опрошенных немцев, то есть около 23% водителей, даже не знают, когда именно, внимание, заканчивается срок действия их полиса. В результате, получается, многие не следят за своими страховыми условиями и упускают ту самую возможность своевременно пересмотреть договор. При этом во многих случаях до 30 ноября у владельцев автомобилей в Германии есть и возможность расторгнуть действующий договор в установленный срок и выбрать другую страховую компанию на следующий год. Аналитики страховой компании ДВК отмечают, что при определенных изменениях условий договора или повышении страхового взноса у клиента может возникнуть и право на внеочередное расторжение договора. Да, друзья. Юристы автоклуба АДАЦ рекомендуют водителям внимательно изучать такие уведомления и при необходимости пользоваться этой возможностью. Именно в этот период многие страховые компании особенно активно конкурируют за новых клиентов, предлагая, как я сказал, более выгодные условия тем, кто решает сменить страховщика. И это, друзья мои, еще не все. Сейчас эта тема вызывает большой интерес, ведь, казалось бы, обычная поездка по автобану может обернуться для водителей штрафами, а в отдельных случаях и более серьезными последствиями, предусмотренными законодательством. Официальное уведомление о превышении установленной скорости всегда все-таки становится для водителей неприятной новостью и может повлиять на семейный бюджет многих жителей Германии. Именно поэтому некоторые водители задумываются об использовании чего? Правильно, специальных мобильных приложений и навигаторов, которые предупреждают о камерах контроля скорости на дорогах. Однако, друзья мои, немецкое законодательство устанавливает в этой сфере достаточно строгие правила, о которых важно знать
каждому автомобилисту. Современные системы контроля фиксируют нарушение правил дорожного движения на многих участках дороги. Это так. А за превышение скорости могут назначаться штрафы, ну и другие меры, предусмотренные законом. Эти правила одинаково, кстати, распространяются, не думайте, и на владельцев любых автомобилей, будь то современный электрический кроссовер, Audi Q6 e-tron или новейший электромобиль BMW iX3. Поэтому важно все-таки понимать, какие же мобильные приложения разрешены, а использование каких может привести к дополнительным юридическим последствиям. Итак, друзья мои, желание избежать лишних расходов за штрафы заставляет многих водителей устанавливать эти самые мобильные приложения, предупреждающие о камерах контроля скорости. В магазинах приложений сегодня представлен, я посмотрел сам, очень большой выбор таких навигационных сервисов, которые можно установить буквально за несколько секунд. Однако их использование во время движения связано с важными правовыми ограничениями, о которых знают далеко не все из вас, не все автомобилисты. Немецкое дорожное законодательство сегодня устанавливает достаточно строгие правила в отношении использования подобных функций, поэтому в отдельных случаях их применение может повлечь, что правильно административные последствия, предусмотренные действующим законом. А принцип работы таких систем достаточно прост. Объясняю. Приложения для предупреждения о камерах контроля скорости, например, Blitzer, а также специальные устройства вроде ООН, подают звуковой или визуальный сигнал при приближении к месту контроля скорости. Такие программы на самом деле используют сведения о расположении стационарных камер, а в некоторых случаях и информацию, которую добавляют сами пользователи, сопоставляя именно эти данные с текущим местоположением автомобиля. Но именно здесь возникает самый важный юридический вопрос, который мы сегодня с вами подробно разберем. Правовые нормы немецкого дорожного законодательства сформулированы достаточно четко. Использование во время движения цифровых радар-детекторов, а также других устройств и функций, предупреждающих о камерах контроля скорости, внимание, запрещено действующими правилами. Закон также устанавливает ограничения на использование подобных устройств и приложений во время поездки. Эксперты страховой компании, например, в сфере правовой защиты R&V Versicherung обращают внимание, что эти требования могут распространяться и на некоторые встроенные функции современных мультимедийных систем. Поэтому, друзья, если автомобиль отражает предупреждение камеры контроля скорости, водителю следует заранее проверить свои настройки и при необходимости, что правильно отключить такие уведомления. Эти правила распространяются на водителей абсолютно любых автомобилей, включая и владельцев современных моделей, например, того же электрического кроссовера Porsche Macan Electric. Если встроенная навигационная система поддерживает функцию предупреждения о камерах контроля скорости, важно, друзья, каждому из вас убедиться, что во время движения она используется в соответствии с требованием действующего законодательства. Внимание! Решение Высшего регионального суда Карлсруэ еще раз подтвердила, попытки обойти действующие правила в подобных ситуациях могут не принести на самом деле желательного результата. То есть, если во время движения используется функция предупреждения камер контроля скорости, водителю могут грозить денежный немалый штраф и запись 1 балла, внимание, во Фленсбурге, даже если приложение включил сидящих кто рядом пассажир или кто рядом пассажирка, а информация отображалась перед водителями, то есть перед вами. Во время дорожной проверки сотрудники полиции вправе проверить обстоятельства использования подобных функций в рамках действующего законодательства, а при возникновении судебного спора расходы на юридическую защиту могут оказаться весьма существенными для вас. Однако, друзья мои, законодательство четко разграничивает запрещенные и разрешенные действия. Ознакомиться с расположением камер контроля скорости до начала поездки или во время длительной остановки, например, на автозаправочной станции, разрешается. Запомнили? Эксперты страховой группы Signal Iduna также отмечают, что само по себе наличие такого приложения на вашем смартфоне не является нарушением. Нет, друзья. Ключевое значение имеет именно использование функции предупреждения во время движения вашего автомобиля. Правило действует и в отношении переносных устройств для обнаружения камер контроля скорости.
Пока такое устройство не используется во время движения и находится, например, в багажнике, или в заводской упаковке, само по себе его наличие обычно не образует нарушения. Юридические консультанты автоклуба АДАЦ также отмечают, что прослушивание обычных радиосообщений о дорожной обстановке и местах контроля скорости не запрещено. Такие сообщения передаются сразу для большого региона и не связаны с местоположением какого-то конкретного, то есть вашего автомобиля. Кроме того, правила не запрещают водителям предупреждать друг друга чем, друзья? Правильно, жестами, если это не создает опасности для дорожного движения. А вот использование дальнего света, в качестве предупреждения может повлечь ответственность в зависимости от конкретной дорожной ситуации. Прямо сейчас я вывел вам на ваши экраны сводную европейскую таблицу. Текст в ней довольно-таки мелкий, но на сегодняшний день это один из наиболее полных официальных источников для понимания правил разных стран. Из этой таблицы хорошо, скажем так, видно, что в разных государствах Европейского Союза действуют разные требования и предусмотрены различные меры ответственности за использование подобных навигационных функций. При самом неблагоприятном развитии событий, то есть если во время движения сотрудник полиции установит все-таки, что водитель использует функцию предупреждения камеры контроля скорости, ему может быть назначен штраф в соответствии с действующим законодательством. В Германии за такое нарушение, как правило, предусмотрен штраф, внимание, в размере 75 евро, а также 1 штрафной балл во Фленсбурге. Представители международной страховой компании AXA обращают внимание, что если полиция обнаружит в автомобиле отдельное устройство, предназначенное для обнаружения средств контроля скорости и используемое с нарушением закона, его дальнейшая судьба будет определяться в соответствии с действующим законодательством и обстоятельствами этого самого конкретного случая. При этом, друзья, обычный смартфон или штатная мультимедийная система автомобиля сами по себе, как я сказал, не являются запрещенными устройствами. Такие устройства используются для навигации, связи и других повседневных функций, поэтому решающее значение здесь имеет не само, друзья, устройство, а именно способ его использования во время движения. Понятно? Анализ судебной информации сегодня показывает, что подобные дела нередко зависят и от конкретных обстоятельств, поэтому при возникновении какой-либо, скажем так, спорной ситуации специалисты рекомендуют внимательно изучить материалы вашего дела и при необходимости воспользоваться юридической консультацией. Именно поэтому гораздо безопаснее заранее проверить настройки своих всех приложений и избежать ненужных проблем на дороге. А вот при выезде за пределы Германии, друзья, дорожные правила могут отличаться, поскольку единых правил использования подобных навигационных функций на самом деле для всех стран Европы просто-напросто не существует. Консультанты крупной европейской страховой группы Generali рекомендуют путешественникам заранее ознакомиться с требованием именно той страны, куда они отправляются, поскольку меры ответственности могут существенно отличаться от немецких правил. В отдельных странах, за исключением запрещенных функций предупреждения камер контроля скорости, могут также применяться более строгие санкции, включая крупные штрафы, предусмотренные местным законодательством. Именно поэтому, друзья мои, перед поездкой стоит заранее все-таки проверить местные правила дорожного движения и убедиться, что настройки навигационного приложения соответствуют требованиям именно той страны, в которой вы будете ехать. На этой аналитической ноте наш подробный обзор подходит к концу. Завтра я снова буду ждать вас здесь же с новой подборкой самых важных и полезных, друзья, новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе и в Германии. Также, друзья мои, если вам понравился сегодняшний выпуск о новых схемах обмана у дверей домов, расходах на автострахование и правил использования приложений для предупреждения камеры контроля скорости, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо, что досмотрели этот выпуск до самого конца.